Сделай так, и автомобиль будет блестеть как новый. Всем привет, приветствую на канале. Достаточно часто люди пишут в комментариях по поводу того, какие покрытия стоит наносить после мойки автомобиля. Многие пишут про керамику, еще больше пишут про твердый воск. Керамическое покрытие достаточно сложное в плане подготовки поверхности перед нанесением. Для самостоятельного нанесения должны быть условия и правильная подготовка помещения. Поверхность автомобиля должна быть идеально очищена, обработана и отполирована, близка к состоянию нового автомобиля. Перед нанесением твердого воска поверхность должна быть хорошо очищена, удалены остатки насекомых и битума с лакокрасочного покрытия автомобиля. Иногда я применяю автошампунь с воском Карнауба. Если мойка автошампунем без воска, наношу на кузов автомобиля твердый воск, либо применяю жидкий полироль с содержанием воска Карнауба из серии цветных полиролей для насыщенности цвета и придания блеска кузову. Перед нанесением удаляю следы насекомых и остатки битума. Далее защищаю пластик и наношу полироль при помощи аппликатора на поверхность автомобиля. Ожидаю порядка 5-10 минут и располировываю микрофиброй. Наносить полироль нужно в тени без попадания прямых солнечных лучей на кузов и желательно не в жаркую погоду. В конце этого видео покажу несколько фотографий после мойки и нанесения полироля на автомобиль. Такого нанесения хватает на 1-2 месяца. Твердый воск на 3-6 месяцев. Через полгода нужно повторить нанесение воска. Не забывайте подписаться на канал и посмотреть видео о восстановлении и уходе за окантовками окон Shadow Lines. Ссылку на видео я оставлю в описании под этим видео. До встречи на канале.